Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 2 декабря. Сегодня у нас с вами суббота, второй день зимы. И надеемся, он для вас, этот день пройдет замечательно, чудесно. И действительно, многие из вас ощущают уже Новый год. Но именно 2 декабря обязательно в этот прекрасный, чудесный, изобильный день не забудьте протереть свой стол, именно кухонный стол. И вы увидите, как у вас постепенно начнет налаживаться жизнь, связанная с деньгами, с достатком и с вашим благополучием. Даже если у вас стол и идеально чистый, все равно в этот день проведите эту практику, она вам поможет в жизни. Давайте разбираться, чем же сегодняшний день уникален, интересен. И что нам обязательно нужно сделать именно в этот день, в эту субботу 2 декабря. Итак, друзья, сегодня у нас с вами суббота, убывающая луна. Сегодня у нас с вами 19 и 20 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что Луна сегодня у нас с вами в огненном знаке зодиака Лев. Вообще этот день сегодня достаточно будет плодотворный, прекрасный, чудесным, хотя, если разобраться, он будет довольно мудрым и серьезным. Дело в том, что многие люди должны сегодня понимать и осознавать, что в наш мир идут новые энергии. И очень важно не игнорировать знаки, подсказки от Вселенной, а стараться это все принимать. Даже на данном этапе, если вы не понимаете, для чего это вам дано, для чего высшие силы вам, знаете, как вот вам дают подсказки. Иногда это не понять, да, потому что не все имеют определенные навыки, знания, опыт, мудрость, но если вам сегодня приходят знаки, они могут переходить сегодня и через птиц, они могут сегодня приходить через мессенджеры, эти знаки могут приходить сегодня через людей в общественных местах. Обращайте на это внимание. Но это не значит, что нужно каждому человеку в рот заглядывать. Нет, вы просто должны это чувствовать, что, возможно, сегодня тот день, когда вам стоит проанализировать и принять для себя новые какие-то решения. Иногда они сложные, но ввиду того, что сегодняшний день достаточно уникальный, вы сможете действительно многое переосмыслить и понять. Также некоторые люди смогут увидеть мир уже в новом свете, а также вы можете совершить полное внутреннее преображение. Как бы вам ни хотелось, вы обращайте на это особое внимание, особенно если вы чувствуете энергии, и вы будете это видеть и прямо чувствовать. Кроме того, если у вас животные дома, очень сейчас хорошо чувствуют кошки, собаки, птицы, очень хорошо чувствуют вот те изменения, которые идут. Если в вашем окружении люди есть с негативными мыслями, идеями, с депрессией, старайтесь их в свою жизнь не приглашать, как можно меньше с ними общаться. Почему, друзья? Дело в том, что они ничего хорошего не принесут, они будут питаться только вашей энергией и ничего больше для вам не дадут. Поэтому обращайте внимание на то, кто есть в вашем окружении, что вам нужно сделать. При этом сегодня у нас с вами суббота, да, и сегодняшний день удачен для начала абсолютно любых дел. Кроме того, хоть сегодня и суббота, но если вы что-то решаете касательно финансовых вопросов, сегодня один, наверное, из самых лучших дней для принятия вот таких вот решений. Также, если вы деловой человек, если вы в бизнесе, если вы принимаете какие-то важные решения, знаете, для вас сегодня также день будет удачный. И вы знаете, даже в вашей жизни сегодня могут приходить какие-то озарения. Это озарения будут очень важные для вас. Поэтому, если вы думаете, что это случайность, нет, в вашей жизни случайности на данном этапе не может быть. То есть это вам подсказка. И вас высшие силы пытаются подвести какой-то очень важной, ценной для вас информации, чтобы вы правильно сделали выводы. Также сегодняшний день подходит для любых торгово-денежных операций, для того, чтобы общаться сегодня с начальством. При этом вы можете сегодня обсуждать любые вопросы, они действительно вам помогут в жизни, и при этом ваше руководство, ваш начальник или вашего отдела, он увидит вас другими глазами. Сегодняшний день подходит и для командировок, и для смены работы. Да, сегодня суббота, но вы должны понимать о том, что если вам сегодня звонят, приглашают вас на собеседование, даже если выходной день, обязательно езжайте, обязательно узнавайте, обязательно общайтесь, потому что игнорировать все-таки это не стоит.
Также хорошо сегодня во второй половине дня общаться со своими близкими, родными людьми, потому что сегодня люди общительны, сегодня люди открыты, сегодня люди готовы привносить в жизнь какие-то изменения. Знаете, даже может быть так, что вы сегодня, находясь дома, и к вам придет подруга, или вы кому-то пойдете, своих близких и родных, у вас сегодня даже появятся идеи, как вы можете изменить. Это может быть не только касательно денег, как многие подумают. Нет, это может касаться вашего образа, это может касаться перемен в вашей жизни в личном плане. Вы должны понимать, что высшие силы, они всегда для нас все готовят. И наша задача не закрываться в себе, а наоборот быть открытым этому миру. Но и в то же время не нести никакого негатива, быть создателем своей жизни, быть творцом. Что же касательно здоровья, обращаем ваше внимание, что в этот день случается большое количество травм. Существует опасность и для позвоночника. Обратите особое внимание, особенно тем людям, у кого в регионах уже выпал снег и есть гололедица и так далее. Будьте все-таки осторожны, будьте внимательны. Кроме того, сейчас появились такие удобные вещички на именно обувь надеваете, и вы можете даже по льду ходить, и вам не будет мешать. Так что посмотрите в интернете, очень удобная вещь, знаете, именно на сапожки одевается, на сапожки, неважно, на кроссовки, даже зимние, если вы носите, знаете, как в виде такой что-то подковы, очень удобная вещь, так что попробуйте. Также сегодня день наилучший для голодания и духовного прозрения, но сегодня нежелательно есть мясо, особенно жирное мясо, и не стоит сегодня напрягать зрение. Вообще постарайтесь сегодня подумать о том, что, возможно, вам пора пропить какие-то витаминки для вашего зрения. Помните о том, что наше зрение это все, и нужно все-таки наши глазки беречь, потому что у нас сейчас в современном мире и мобильные телефоны, и телевизоры, и всевозможные гаджеты, и все, и вот это оно, как вы бы хотели или нет, но оно все влияет на наше тело, на наши глаза. Вы знаете, когда глаза в очках или очень сложно видеть, то человек становится совсем другим. Что же касательно стрижки волос, то стричь волосы сегодня нежелательно, потому что может возникнуть отвращение к жизни. Все-таки подумайте перед тем, как идти сегодня к парикмахеру. На что еще стоит обратить внимание? На то, что сегодня хорошо начинать любое дело, потому что оно обязательно будет иметь успехи и удачу. Даже если вам сегодня приходят какие-то интересные мысли, цели, задачи, не игнорируйте. Может быть так, что сегодня вам позвонит ваш какой-то партнер, например, и, может быть, предложит какую-то интересную идею, задачу. Не отказывайтесь, просто для начала выслушайте. Даже если это ваша подруга и приглашает вас обсудить какие-то рабочие моменты, связанные, возможно, с отношениями, с работой, с бизнесом и так далее, просто хотя бы для начала выслушайте. Это очень важно. Знаете, одно дело, когда вы говорите да или нет, другое дело, вы выслушиваете, набираетесь определенной информации, а потом для себя принимаете решение, да или нет. И очень часто люди спешат сказать слово нет или наоборот спешат сказать слово да. Поэтому все-таки не спешите, это очень важно. Также, пожалуйста, сегодня очень важно избавляться от своей гордыни, от высокомерия, от брюзгливости. И что самое интересное, сегодня Вселенная многих людей будет проверять, насколько они готовы подать ближнему руку, насколько они готовы помочь кому-либо. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня у некоторых людей в общественных местах могут подходить пожилые люди, дети и, например, просить, чтобы вы им что-то купили вкусненькое из еды. Обязательно это сделайте. Почему? Потому что сегодня в этот день наши предки иногда просят о них вспомнить. И так как ввиду того, что мы с вами живем в материальном мире, а они не в материальном, соответственно, они будут через кого-то просить, чтобы вы их угостили. Поэтому не пожалейте, много не надо, какие-то килограммы, тонны и так далее. Самая простая булочка или пирожное, вы почувствуете это на интуитивном уровне, даже кто вас об этом из вашего рода просит. Обращаем на это ваше внимание. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо, мы уже говорили, но еще хотим еще раз проговорить, потому что многие люди, знаете, зацикливаются на одной какой-то информации и не слышат другое, а потом нам в комментариях пишут. Сегодня действительно прекрасный день проводить любые финансовые операции. Сегодня хорошо оплачивать коммунальные услуги. Сегодня хорошо
решать вопросы с долгами, с кредитами. Это все удачно и будет именно для вас. Также сегодня, хоть и выходной день, обращайтесь к своему руководству, обращайтесь к своему начальству, обсуждайте какие-то интересные проекты. Также сегодня хорошо и менять место работы, пробуйте. Если вы работаете в недвижимости или вы наоборот планируете продать или купить недвижимость, обязательно уделите этому сегодня внимание, потому что сегодня вот именно такой день, когда действительно многие моменты могут решаться, и очень важно именно уделять этому особое внимание. На что, друзья, еще стоит обратить внимание, это на зачатие. К сожалению, сегодня зачатие крайне нежелательно. Если мы говорим о физических нагрузках, то они допустимы. Но главное, в этот день не переоценивайте ни в коем случае своей силы. Нужно помнить об этом и ни в коем случае не старайтесь перегружать свой организм. Также сегодня прекрасный день для того, чтобы заниматься всеми домашними делами по дому. А что же касательно снов, то сны могут вам предоставить возможность увидеть себя со всех сторон. Как правило, эти сновидения сегодня сбываются. Давайте теперь поговорим, а что же нам на этот день говорит Архангел Михаил на сегодня, 2 декабря. И вы знаете, выпала карта, которая звучит следующим образом: самоуважение. О чем эта карта? Эта карта говорит о том, что той ситуацией, тем моментом, которым вы интересуетесь на данном этапе, имеет, да, некоторые, возможно, недостатки, нюансы, моменты. И, возможно, где-то они могут сказаться отрицательно на вашем самоуважении. И вот эта карта говорит о том, что вам нужно научиться уважать себя, любить себя, даже если другие не делают этого. Очень многие люди почему-то зациклены на том, что их кто-то должен любить, им кто-то должен дарить подарки, им должен кто-то говорить хорошие, добрые слова. Но и вы должны начать с себя. Научитесь этому, научитесь себя любить. Вот вы проснулись утром, скажите: Боже, я люблю себя. И прямо представьте себе, что вы сами себя признаетесь в любви. Вы говорите какие-то важные слова, потому что каждый из нас, мы творение Господа Бога, и каждый из нас заслуживает и самоуважения, и, конечно же, уважения со стороны других людей. Но главное — научиться уважать себя и любить себя в первую очередь. Также, если вы сегодня находитесь в какой-то не очень хорошей ситуации, постарайтесь от нее абстрагироваться. Не несите этот негатив в свою жизнь или не несите, чтобы были какие-то неприятности. И вообще сегодня проработайте практику уважения к себе. Даже прямо сейчас в комментариях к этому видео напишите: «Я уважаю себя», и напишите, за что вы себя уважаете. После этого пожелайте вот самому или самой себе всего того, что вот вы хотите. Вот представьте себе, что вы есть самый вот тот дорогой, любимый человек. Напишите, проработайте эту практику. Она для вас, возможно, откроет какие-то моменты очень важные для вас. Помните, пожалуйста, об этом. И, друзья, мы рекомендуем молитву в этот день прочитать. Она звучит следующим образом: «Дорогой Господь и ангелы, спасибо за то, что даете мне видеть себя таким, каким вы меня видите глазами любви. Спасибо за ваше уважение. Прошу, помогите мне чувствовать тоже по отношению к себе и дайте мне мужество говорить о моем поведении. Я прошу вас о защите, чтобы я был окружен добрыми и любящими людьми». Эти слова молитвы, друзья, будут в описании к этому видео. Обязательно сегодня, в любое время, главное, чтобы вы были в хорошем расположении духа, обязательно постарайтесь их прочитать. И, как мы говорили в начале видео, сегодня практика, которую нужно обязательно вот всем без исключения провести. Вам нужно взять чистую тряпочку, можете купить в магазине. Главное, чтобы она была светлых тонов, не черных, не темно-синих, не темных. И намочите, и начинаете протирать стол. Именно кухонный стол, за которым все обедают. И скажите следующие слова: «Все неприятности водою смыты, добротой мы пропитаны. Удача, радость с нами, деньги увеличиваются, прибыль приумножается, да будет так». После этого вы эту тряпочку можете использовать для цели именно уборки на
кухне. И вы увидите, что вот постепенно ваша жизнь будет меняться. Так что, друзья, пробуйте. Мы желаем всего вам самого-самого наилучшего. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ.